В 1809 году Франция при Наполеоне Бонапарте была самой могущественной страной в Европе. Но вторжение французского императора в Испанию и Португалию в предыдущем году не принесло той легкой победы, на которую он рассчитывал. А многие лучшие войска и командиры Наполеона теперь были привязаны к Испании. Старый враг готовился вновь бросить вызов Франции. Австрия готовилась к войне с Францией с момента своего последнего, унизительного поражения под Аустерлицем в 1805 году. Теперь, когда Наполеон был занят в Испании, а Британия обещала денежные субсидии и поддерживающее наступление с севера, это выглядело идеальным временем для нанесения удара. На этот раз австрийские войска возглавил эрцгерцог Карл, младший брат императора Франца. В 37 лет он был на 2 года моложе Наполеона, но уже имел 15-летний опыт высшего командования и извлекал уроки из прошлых поражений. Он начал реформировать австрийскую армию по французскому образцу, копируя корпусную систему Наполеона и внедряя новую пехотную тактику. Мы рады сообщить, что теперь доступно спонсорство на канале «Эпичная история». Теперь каждый может поддержать нашу работу и помочь сделать видео более регулярными. Ваши имена будут увековечены в титрах наших видеороликов. Также у вас появится уникальный значок около никнейма в комментариях под видео. Мы будем искренне благодарны за вашу поддержку эпичной истории. Вместе мы делаем этот мир лучше. В наполеоновских войнах пехота сражалась в тесном строю, собравшись вместе, стоя плечом к плечу. Но зачем представлять такую легкую мишень для врага? Во-первых, командование и управление. До появления радио приказы приходилось передавать с помощью криков, барабанов или горнов. Достаточно сложное занятие в дыму и грохоте боя, почти невозможное, если войска рассредоточены. Во-вторых, огневая мощь. Гладкоствольные мушкеты были неточны на расстоянии более 75 метров, поэтому залповый огонь был лучшим способом нанести физический и психологический урон противнику. В-третьих, моральный дух. Солдаты с гораздо большей готовностью шли вперед навстречу опасности или удерживали строй, если они делали это вместе, подбадривая друг друга. В-четвертых, защита от кавалерии. Разрозненные пехотинцы были легкой мишенью для всадников. Только держась вместе, они могли отбиться от них. Основной тактической единицей пехоты был батальон. Теоретически французский линейный батальон насчитывал 840 человек, но на практике от 500 до 600. В нашем примере 605 человек. Типичная численность для батальона в походе. Солдаты были разделены на 6 рот. 4 фузелерные роты и 2 фланговые роты. Справа гренадеры, состоящие из самых высоких и сильных людей, часто выделяемых для формирования элитных общевойсковых гренадерских подразделений. И слева вольтежеры, специализированная легкая пехота, используемая для стычек перед батальоном. Застрельщики передвигались самостоятельно, использовали укрытия и вели огонь по желанию, чтобы преследовать и отвлекать противника, не позволяя вражеским застрельщикам выполнять ту же задачу. Большинство армий также имели специализированные подразделения легкой пехоты для этой роли, такие как британский 95-й стрелковый полк, французские пешие шоссеры, австрийские и прусские егерские батальоны. Традиционным построением на поле боя была линия. Все роты выстраивались рядом друг с другом в 3 шеренги. Линейное построение максимизировало количество людей, которые могли стрелять из своих мушкетов по врагу, и ограничивало потери от артиллерийского огня. Но оно было чрезвычайно уязвимо для кавалерии, если его удавалось обойти с фланга. И даже для хорошо обученных войск было трудно сохранить ровный строй при продвижении по пересеченной местности. Поэтому для маневра и атаки батальоны обычно формировали колонну дивизий. Это был более гибкий строй,
позволяющий батальону быстро продвигаться вперед, хотя он представлял собой легкую цель для вражеских орудий, стрелявших сплошным снарядом, который мог пробить несколько шеренг, и гораздо меньше людей в этот момент могли стрелять из своих мушкетов по врагу. Теоретически батальон должен был развернуться в линию до того, как достигнет противника. Но совершить этот медленный маневр под огнем не всегда было возможно или разумно, поэтому некоторые командиры держали своих людей в колонне, полагаясь на импульс, чтобы прорвать линию противника. Это была рискованная тактика, которая часто срабатывала против неопытных войск, но приводила к большим потерям при столкновении с более обученной пехотой, например, британскими красными мундирами. Колонна могла быстро сомкнуться для защиты от кавалерии, или, если было время, могла образовать каре. С примкнутыми штыками батальон формировал круговую оборону, которая часто напоминала скорее прямоугольник. Вражеская кавалерия могла окружить батальон, но не ворваться внутрь, так как лошади не смогут атаковать сплошную стену из людей и штыков. Но каре был чрезвычайно уязвим для артиллерийского огня и мог двигаться очень медленно. Быстрый и плавный переход из одного строя в другой, особенно под огнем, требовал подготовки, практики и опыта. В 1809 году австрийская армия начала использовать формирование батальонной массы, грубое, но более подходящее для наспех обученных новобранцев. Это была плотная колонна с ограниченной огневой мощью и большой уязвимостью для вражеских пушек. Но она могла быстро сомкнуться для отражения кавалерии, используя тот же принцип, что и каре, но без сложного построения, и была гораздо более маневренной. Наполеон, предупрежденный своими шпионами о том, что Австрия готовится к войне, покинул Испанию и помчался в Париж, куда прибыл 24 января 1809 года. Французская армия в Германии, которой командовал маршал Бертье, нуждалась в срочном подкреплении. Поэтому Наполеон вызвал отряды из Испании, призвал молодых новобранцев и солдат из своих немецких союзников по Рейнской конфедерации. Великая армия уже не была тем отточенным инструментом 1805 года, но с Наполеоном во главе она по-прежнему представляла собой грозную силу. Эрцгерцог Карл приказал провести отвлекающие атаки в Польше и Северной Италии, и 10 апреля начал свою главную атаку против союзника Франции – Баварии. Она пришлась на неделю раньше, чем ожидал Наполеон, и застала французского императора врасплох. Карл рассчитывал на быстрое продвижение, но в последнюю минуту планы изменились. Проливной дождь и медленно движущиеся обозы с припасами замедлили передвижение. Маршал Бертье был блестящим начальником штаба Наполеона, но нерешительным полевым командиром. Его силы были слишком сильно рассредоточены, а третий корпус маршала Даву был опасно изолирован в Регенсбурге. Карл приказал своему корпусу сблизиться и уничтожить его. Но 17 апреля Наполеон прибыл в Донауверт, чтобы принять командование. Он немедленно приказал Даву уйти со своей открытой позиции. Было уже слишком поздно, чтобы он мог сбежать без боя. Третий корпус Даву был одним из лучших в Великой армии, и в быстро развивающемся сражении на лесистых холмах герои Ауэрштата отбросили австрийцев, несмотря на героизм генерал-майора Лихтенштейна, тяжело раненого при продвижении со своими войсками вперед. Третий корпус вырвался из окружения. Битва при Тойгенхаусен стала началом так называемой четырехдневной кампании Наполеона. Во-первых, он использовал баварский 7-й корпус маршала Лефевра и временно созданный 2-й корпус под командованием маршала Ланна, чтобы вбить клин в австрийскую армию. Затем он преследовал ее левое крыло в направлении Ландсхута, полагая, что следует за главной австрийской армией. Французские войска и их немецкие союзники взяли штурмом городской мост и одержали победу с большим трудом. Но Наполеон понял, что эрцгерцога Карла нет в Ландсхуте. Он снова оставил маршала Даву противостоять главным силам противника.
Отправив маршала Бессьера в погоню за австрийским левым крылом, Наполеон двинулся на север и настиг австрийский 4-й корпус у Экмюля. Французы и их немецкие союзники одержали 4-ю победу за несколько дней. Но главные силы Карла были еще в строю, и, надеясь сохранить их, он приказал быстро отступать через Дунай. Французы преследовали, штурмуя обнесенный стеной город Регенсбург с его жизненно важным каменным мостом. Наполеон поручил командование штурмом маршалу Ланну. Когда атака не удалась, Ланн пригрозил, что лично возглавит следующее наступление, и его люди, достойно наказанные, взяли город. Во время осады Наполеон был ранен в ногу выпущенной пулей, что вызвало всеобщую тревогу. Однако рана оказалась поверхностной. Упорное сопротивление австрийцев позволило эрцгерцогу Карлу и его армии бежать через Дунай. Наполеон разрезал австрийскую армию пополам, но обе части теперь в полном порядке отступали к Вене. Наполеон повел свои войска в погоню, отделив баварский корпус Лефевра для борьбы с народным восстанием в Тироле, а также 3-й французский корпус и 8-й корпус Вюртемберга для охраны линии коммуникаций. Карл решил не защищать столицу, которая сдалась 13 мая после короткой бомбардировки. Вместо этого Карл и австрийская армия затаились за Дунаем. У Наполеона оставалось всего 80 тысяч человек против 110 тысяч австрийцев. Армия Карла храбро и хорошо сражалась на протяжении всей кампании, но Наполеон по-прежнему был невысокого мнения об австрийских войсках и решил атаковать. В ночь на 20 мая французские инженеры спешно построили ряд плавучих мостов между островами реки Дунай, и французские войска начали переправу. К полудню следующего дня Наполеон переправил через реку большую часть 4-го корпуса Массена и его кавалерию, около 24 тысяч человек и 40 орудий, удерживая деревни Асперн и Эслинг. Наполеон ожидал, что австрийцы снова отступят и что он столкнется только с арьегардом. Но вскоре поступили сообщения, что вся австрийская армия движется против него в 5 атакующих колоннах, 90 тысяч человек и 300 пушек. Ситуация стала еще хуже. Австрийцы начали сплавлять по реке тяжелые баржи и препятствия, чтобы разбить хлипкий французский мост. Единственный путь снабжения Наполеона был отрезан на несколько часов, что привело к критическим задержкам в прибытии подкреплений и боеприпасов. Сражение началось около 14:45, когда пехота австрийской первой колонны атаковала Асперн. Вскоре деревня была атакована с 3 сторон. Французский гарнизон генерала Молитора отчаянно сопротивлялся, сражаясь в рукопашную на улицах, и понес 50% потерь. Чтобы поддержать защитников Асперна, Наполеон приказал кавалерии атаковать австрийскую 3-ю колонну. Но они не смогли прорваться через австрийскую пехоту, сомкнутую в своем батальонном массовом строю. В 6 часов вечера эрцгерцог Карл приказал 2-й колонне генерала Беллигарда взять Асперн любой ценой. Сам Карл скакал в первых рядах, призывая людей идти вперед. В ходе ожесточенных боев австрийцы взяли деревню. Наполеон немедленно направил вновь прибывшие подкрепления, чтобы отбить ее. Примерно в это же время австрийская 4-я колонна начала атаку на деревню Эслинг, где маршал Ланн занял оборону, ожидая, пока его собственный корпус переправится через Дунай. Первая австрийская атака была отбита.
ветеран французской кавалерии генерал де Эспань повел своих кирасиров в погоню. Он был ранен картечью и вскоре умер. Около 9 часов вечера австрийская 5-я колонна наконец прибыла на позиции и предприняла первую атаку на Эслинг, которая была отброшена войсками Ланна. С наступлением ночи стрельба на поле боя стихла, и люди смогли отдохнуть среди мертвых и раненых. Ночью 2-й корпус и императорская гвардия переправились через Дунай, чтобы усилить армию Наполеона, которая теперь насчитывала 71 тысячу человек и 150 орудий. Но затем мост снова сломался, оставив 3-й корпус Даву ждать переправы. Тем не менее, Наполеон решил атаковать, используя 2-й корпус, чтобы прорвать австрийский центр, но сначала Асперн должен быть отбит. Перед рассветом в деревне начались ожесточенные бои. К 7 утра он снова был в руках французов. В Эслинге новые атаки австрийцев были отбиты кавалерией генерала Лассаля и подразделениями молодой гвардии. Обеспечив безопасность обоих флангов, Наполеон начал свою главную атаку в центре со 2-м корпусом Ланна. Австрийские пушки поливали огнем наступающие французские ряды. Генералу Сент-Элиру, возглавлявшему атаку, герою Аустерлица и Йены, оторвало ногу. Рана оказалась смертельной. Эрцгерцог Карл направил свой гренадерский резерв вперед для укрепления линии. Французская пехота под проливным огнем начала отступать. В этот критический момент французский мост через Дунай был снова сломан, что остановило жизненно важный поток подкреплений и боеприпасов для армии Наполеона. К 2 часам дня французы были снова вытеснены из Асперна. Ожесточенные бои продолжались в Эслинге, который на короткое время был захвачен австрийцами, а затем вновь взят молодой гвардией. Наполеон знал, что его армия не в состоянии сделать больше. В 4 часа дня он приказал своей измотанной кавалерии сделать последний бросок, чтобы удержать врага на расстоянии, а затем отдал приказ об отступлении. Эрцгерцог Карл, чья собственная армия понесла огромные потери и испытывала нехватку боеприпасов, довольствовался тем, что наблюдал за отходом французов к острову Лабау. В последние минуты сражения маршал Лан, один из лучших полководцев и ближайших друзей Наполеона, был сражен пушечным ядром, которое раздробило ему обе ноги. Он умер от ран через неделю. Это был тяжелый удар для императора. Двухдневное сражение при Асперн-Эслинге стало первым крупным поражением Наполеона, вызванным его излишней самоуверенностью и поспешным планированием. Обе стороны понесли большие потери, и Наполеон избежал гораздо большей катастрофы только благодаря истощению австрийской армии. Французский император научился уважать австрийцев. При эрцгерцоге Карле они сражались храбро, с большей уверенностью, организованностью и лидерством. Через несколько дней после поражения Наполеон вызвал подкрепление, чтобы присоединиться к ним на Дунае, и начал планировать свое возмездие. Спасибо за просмотр. У нас появилась группа ВКонтакте, Твиттер и Телеграм-канал. Ссылки будут в описании. Подписывайтесь, там мы будем выкладывать интересные материалы по истории, а также сообщать о выходе новых роликов. А если вам понравилось это видео, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, ставьте лайки и обязательно поделитесь им со своими друзьями. Отдельная благодарность Кириллу Дрельесу и Шерлоку Холмсу.